Давайте начнем сначала, потому что то, что я собираюсь вам рассказать, от этого, скорее всего, у вас отвиснет челюсть. Постараюсь держать себя в руках. Так, аудиозапись идет? Да, сэр. Отлично. И еще. Я хочу, чтобы копию этой записи отправили и моей семье тоже. Я здесь не для того, чтобы играть с вами в вопросы и ответы. Я здесь для того, чтобы рассказать вам, как все было на самом деле. Это 22-летний Джон Ашер Феррал Вильяреаль. Человек, который без тени стыда выдал правоохранителям одно из самых безумных, леденящих душу и откровенно странных признаний в убийстве за всю историю. Это было в канун Рождества 2014 года, когда округ Андерсон, штат Южная Каролина, столкнулся с делом, которое позже назвали рождественским убийством на шоссе И-85. Служба 911 округа Андерсон. Что у вас случилось? Да-да. Мы на 85-й трассе, южное направление. Тут на обочине кто-то лежит. В них стреляли. Он дышит, милочка? Да, он дышит. Но он кричит и зовет на помощь. Ему очень больно. Тут 2 человека, и в обоих стреляли. 2 раненых? Когда медики прибыли на место, перед ними предстала жуткая картина. В росистой траве у обочины трассы I-85 лежали мужчина и женщина. 44-летний Джеймс Добсон был ранен в затылок с близкого расстояния. Поразительно, но несмотря на то, что пуля застряла прямо за его глазом, все еще цеплялся за жизнь. По дороге в больницу он успел выдавить фельдшерам лишь одну фразу: «Я просто хотел их подвезти». 43-летней Мэри Мари Фаулер повезло еще меньше. Ее подключили к аппарату жизнеобеспечения, но травмы оказались несовместимы с жизнью. В тот же день, прямо на Рождество, она скончалась. Полицейские сразу включились в работу, но расследование быстро зашло в тупик. Мэри и Джеймс были близкими друзьями, однако никто из окружения не знал, куда они направлялись в ту ночь. Впрочем, у следствия зацепилась одна версия. Все указывало на то, что мотивом мог быть банальный угон. В ту ночь Добсон взял у матери ее белую Hyundai Elantra 2013 года, но машины на месте преступления не оказалось. Ориентировку на угнанный автомобиль тут же раздали всем патрулям, и результат не заставил себя ждать. 30 декабря помощник шерифа заметил похожую Элантру, припаркованную в одном из кварталов. Номер на ней был поддельным, но когда офицер проверил ВИН-код, стало понятно – машина та самая. А за рулем находился Джон Ашер Вильяреаль по прозвищу Феррал. Когда детективы заглянули в салон, их обдало жаром. На сиденьях виднелись следы крови, а ремни безопасности были просто срезаны. Явно для того, чтобы уничтожить улики. Внутри машины копы нашли гильзу 22-го калибра, пистолет 38-го калибра, 2 пистолета и винтовку 22-го калибра. На каждом стволе стоял кустарный глушитель. Первые 2 часа Джон открещивался от всего. Заявлял, что понятия не имеет, кто такие Фаулер и Добсон, а откуда в салоне взялся арсенал с глушителями, знать не знает. Тогда детективы решили дать ему остыть и заперли в камере временного содержания, чтобы он остался один на один со своими мыслями. И это сработало. Когда один из следователей уже собирался домой, его срочно вызвали обратно. Вильяреаль созрел для разговора. Для преступников это не редкость, но вот то, насколько хладнокровно и цинично он начал вываливать правду, шокировало даже бывалых копов. Друзья, ваша подписка – это большая поддержка, больше, чем вы можете предположить. Душно тут у вас? Есть такое, понимаю. Итак, Джон, или Джек, пардон, нам надо снова зачитать тебе права по форме. Угу. Да, так надо. А то у нас тут пауза вышла. Так что давай сделаем все по правилам. Давайте начнем сначала. Потому что то, что я собираюсь вам вывалить, у вас от этого пачки отвалятся. Так, притормози на секунду. Детективы уже прекрасно понимают, что перед ними сидит нарцисс до мозга костей. На протяжении всего допроса он рассуждает о человеческих жизнях и своих поступках с какой-то дикой, наигранной жестокостью. Так, аудиозапись идет? Да, сэр. Отлично. И еще. Я хочу, чтобы копию этой записи отправили и моей семье тоже.
Я здесь не для того, чтобы играть с вами в вопросы и ответы. Я здесь для того, чтобы рассказать вам, как все было на самом деле. И перед тем, как я начну, позвольте мне сказать вам. На этой планете нет ни одного человека или группы людей, которая могла бы внушить мне страх. Мне представляли заряженный пистолет к голове. Мне представляли пистолет к голове прошлым летом. И если я и боюсь. Но есть один человек, которого я боюсь. И это Бог. Я не смогу предстать перед судным днем и отрицать то, что я сделал. И мне плевать на адвоката. Потому что ни один адвокат не сможет оправдать меня перед Богом. Вернемся назад. Вернемся к ночи перед сочельником. Мне приходит сообщение от Карины, где она пишет, что ее отчим избивает ее и все в таком духе. И я тут же подскочил и сказал, я спросил у нее, я сказал, если бы я мог угнать машину и приехать к тебе прямо сейчас, забрать тебя оттуда и увезти в безопасное место, я спросил, ты сделаешь это? И она ответила, да, я не могу винить ее за это, она все еще несовершеннолетняя. Так что я собрал свои вещи, надел непромокаемый костюм и взял велосипед и отправился в небольшой заброшенный дом, который использую как убежище. Какое снаряжение? Сухую одежду, оружие. И врать я тоже не стану. Каждый из этих глушителей я сделал вручную, без токарного станка. Я просто знаю, как они устроены, поэтому и собрал их. Угу. Это как глушитель на мопеде, одно и то же. И я скажу вам, что для этого нужна полная мощность, и выстрелы из пистолета звучат примерно как щелчки строительного степлера. Так что да, никто бы ничего не услышал. И я знаю, что это федеральное преступление, 10 лет тюрьмы и так далее. Я это понимаю. А теперь, отлично, он тоже может это услышать. Мы постараемся удержаться и не называть Вильяреаля нарциссом каждые 5 секунд. Но вы просто послушайте этого парня. Совершенно очевидно, что он буквально купается в этом моменте внимания. Я вышел из машины. Первое, что я сделал. Я правда не хотел никому навредить. Я не из таких парней. По тебе видно. Первым делом я попытался найти машину, чтобы вскрыть ее и завести без ключа. По правде говоря, мне не хотелось кого-то калечить, и, откровенно говоря, я бы лучше вернул ее потом хозяину. Но, увы, моего механического гения на такое не хватило. Тогда я подумал, ладно, можно поехать автостопом, а потом попробовать захватить машину. Ну, знаете, достать пушку, навести и приказать водиле вылезти. Калечить его я не хотел. И вот мы ехали по Флетчер-стрит, когда я пересекся с ним. У меня за спиной был рюкзак, я все еще был в дождевике, а ствол держал на бедре. Я спросил, сможет ли он довести меня до 85-й трассы. Он ответил, без шансов, но потом передумал, чтобы заработать немного денег на бензин. Спросил, сколько дашь? 5 баксов? Я говорю, ладно, 5 баксов. Этот мужик был дураком. Я не помню, как его зовут, так что не буду называть имя, но, честно говоря, надеюсь, что он выживет. С того самого дня я о нем ничего не слышал. Но дайте я продолжу. Итак, я сел в машину, и мы поехали. Он был очень мил. А потом этот мужик сам предложил довести меня прямо до границы штата Джорджия. Сказал, что время у него есть. Сделает это за 25 баксов на бензин. Вполне разумно. Пока мы ехали, я выждал момент, когда был готов захватить авто. И знаете что? Я сказал ему, что мне нужно поссать, и попросил притормозить. Классический ход. Он ни о чем не заподозрил. И знаете, в тот момент я решил, что мужик может быть вооружен. В итоге я не стал просто отжимать машину, а действовал наверняка. Понимаете? Я даже не дал ему шанса достать ствол. Я всадил одну пулю прямо в голову женщине, а потом выпустил 3 пули ему в спину. Вообще, я целился ему в голову, но слишком торопился. Хотел закончить все побыстрее. Мне не хотелось стрелять. Они сидели здесь, прямо передо мной. Подголовник находится между нами. Первым делом ты говоришь себе, не думай об этом, не чувствуй. Ты не сможешь сделать это, если будешь думать. Ты знаешь, что это неправильно, и ты целишься. Идеальный прицел. Бум. Один выстрел ей прямо в голову. Она обмякает. И прежде чем мужик успел среагировать, я быстро переключился на него. Бум. Я промазал, попал ему в шею. Проблема была в том, что я, по сути, дернулся, поторопился. В итоге вместо одного выстрела в голову, я дал еще 2 в шею. Хотя целился именно в голову, когда давал первый выстрел. Я не хочу, чтобы семья этого мужика и семья той женщины думали. Я хочу сказать, что мне жаль за то, что я сделал. Я никогда не смогу
могу это исправить, но я искуплю это. В общем, дайте я продолжу. Так вот. Вильяреаль, похоже, настолько взволнован возможностью выговориться, что вообще не терпит, когда копы его перебивают. Обычно офицеры пресекают такое доминирующее поведение на корню, но раз Вильяреаль сливает им все подряд, они с удовольствием дают ему полную свободу слова. Так вот, потом я поехал на заправку Loves, дальше по трассе И-85. Немного прибрался в машине, потому что там был полный бардак. Срезал ремни безопасности, потому что не мог оттереть с них кровь. Вот почему замки ремней торчали из разъемов. Я так сделал, чтобы они не гремели, пока я рулю. Купил бензина, пару дорожных карт и погнал дальше. Я летел на всех парах до Фицджеральда в штате Джорджия, шпарил миль 80-90 в час всю дорогу, а когда съезжал на проселочные дороги, просто переключался на габариты, чтобы ориентироваться по разметке и не светиться. Раньше я такого никогда не делал. И пока я ехал, вы даже не представляете, как паршиво я себя чувствовал из-за того, что подстрелил человека, который, откровенно говоря, не сделал мне ничего плохого, а наоборот, выручил. В общем, добрался я туда. Подкатил к дому Карины ровно в полдень, минута в минуту, потому что специально подгадывал время по часам в навигаторе. Я подъехал, и первое, что сделал, когда она вышла, сказал ей: «Собирай вещи и прыгай в машину». Я думал, что так можно, потому что в Южной Каролине возраст согласия 17 лет. Но потом до меня дошло, что в Джорджии-то 18. Выходит ее мать и орет, чтобы я убирался. Мне бы просто уехать, а я ввязался с ней в сумасшедшую перепалку. Она вызывает шерифа. Я какое-то время спорил и с ним, пытался доказать ему законы, вместо того, чтобы просто выслушать, что было довольно глупо. В итоге он выписал мне штраф за нарушение тишины только потому, что я так сильно качал права. Он убрал протокол только когда я, наконец, утихомирился. Я не виню его за это. То есть он же не знал, что я не собираюсь на него прыгать. Не знал, есть ли у меня в руках оружие. Думал ли я об этом? Нет, потому что он коп. У него включена регистрационная камера. Все попало бы на запись. Да и, честно говоря, у меня и так уже руки были в крови. Еще больше мне точно не хотелось. После того, как я закончил с шерифом, и он переписал мои данные, я сказал Карине, что вернусь 20 числа, потому что ей исполняется 18, и все будет по закону. Тогда у меня уже не будет проблем с полицией. Ну, помимо тех, что у меня уже были. И я уехал. Погнал прямо обратно в то убежище и по дороге умудрился схватить штраф за превышение. Ехал где-то 90 миль в час в зоне 45. И дело не в том, что у меня тяжелая нога на педали. У меня нога точная. Так же, как когда я вожу багги или мотоцикл. Я всегда абсолютно точно контролирую все, что делаю. Удивительно, но Вильяреаль изложил довольно точную версию событий, однако кое-какие детали он все же утаил. Когда он подъехал к дому Карины, он позвонил в дверь и буквально приказал ей собрать вещи и проваливать с ним. В ответ мать Карины заявила, что у него есть ровно 2 секунды, чтобы убраться с крыльца, пока она не вызвала полицию. После этого Вильяреаль с гордым видом пошагал к машине, открыл дверь, оглянулся через плечо и бросил ей: «Мы можем решить это по-хорошему или по-плохому». Прошло Рождество, прошли выходные. За выходные мать Карины начала строить планы. Либо отправить ее в Мексику, либо упечь в психушку. Это правда, так и было. Но не мне в это вмешиваться. Мне следовало бы связаться с властями, если уж на то пошло. Но опять же, включается этот режим, когда ты воображаешь себя законником вне закона и думаешь, что тебе можно все, пока никто не видит. Но Бог-то видит все. Поэтому я сказал ей, что буду там во вторник вечером в полночь. Кстати, причина, по которой я набрал с собой весь этот арсенал... Слушайте, а вы нашли пистолет Берса 380-го калибра? Что-что? Под сиденьем водителя. Посмотрите там. Теперь-то вы точно туда заглянете. Найдете. Это мое личное оружие самообороны. Я бегаю с экспансивными пулями, и на то есть причина. Убойная сила у них, как у 45-го калибра, проникновение на 30 сантиметров с расстояния 3 метров. Лично проверял на геле и мясе. Так что теперь вы знаете, стволов было 4, а не 3. Все было взведено и готово к бою, как вы и нашли. Потому что, откровенно говоря, я ожидал, что когда снова приеду к Карине,
Карине, кто-нибудь обязательно достанет пушку, понимаете? И я был готов просто завалить там всех и стараться об этом не думать. Хотя ты все равно думаешь. Все равно не хочешь этого делать. Рад, что до этого не дошло. А то на мне висело бы еще 3 трупа. А 2 – это и так слишком много. Ну а Карину ты бы тоже завалил? Нет, я пытался вытащить ее. Я пытался ее спасти. Ты сказал 3 трупа. Столько я и имел в виду. Мать, отчим и старший брат. 3 взрослых. 3 человека, которые реально представляли бы для меня угрозу при штурме. Когда кого-то вытаскиваешь с боем, это называется мокрая эвакуация, потому что проливается кровь. Вот так. Это первый момент за весь допрос, когда Вильяреаль начинает по-настоящему злиться на детективов. Едва намекнув, что он мог убить Карину, они вывели его из себя. Его до глубины души возмутило само предположение, и хотя он без проблем готов был завалить 5 других людей ради ее спасения, у преступников часто бывает свой извращенный кодекс чести. В данном случае он считал, что закон разрешает убивать любого, кто встанет на его пути в роли героя-спасителя. Я не хотел быть убийцей. Я хотел... Единственные люди, которых я хотел видеть мертвыми, это педофилы и прочая дрянь. Понимаете? За то, что они вытворяют. И наркоторговцы. За то, что они ломают людям жизни. А эти 2, я тут в газете прочитал. Мужик был обычным электриком, без работы. Боже мой, у него и так жизнь была не сахар. А откуда в машине гильза 380-го калибра? Гильза 380-го? Без понятия. Из 380-го я не стрелял. Понимаете, когда я понял, что попал ему в шею, до меня дошло, что он может выжить. И я стал молиться. Я непрерывно молился о прощении. Но штука в том, что Господь не простит, пока ты не скажешь правду. Если лжешь, отправишься прямиком в ад. И ты собирался рассказать об этом Райану сегодня утром? Не собирался. Потому что это поедало тебя изнутри? Поедало. Когда убиваешь человека, который даже не пытался причинить тебе вред, это реально сожрет тебя. Я так и понял, почему ты зашел в кафе «Райс» этим утром. Тебе нужно было сбросить пар? Да. А почему ты просто не забрал машину? Зачем нужно было стрелять? Потому что я подумал, что у него может быть ствол. Я предположил, как я уже говорил. В тот момент у меня в голове просто... Короче, смотрите. Дело в том, что когда у тебя срабатывает инстинкт «бей или беги», приток крови к лобной доле мозга перекрывается. А это значит, что ты теряешь способность здраво оценивать последствия своих действий. Понимаете? Это же базовая психология. Именно это со мной и произошло. Понимаете? Потому что в такой момент ты вообще не соображаешь. Ты не можешь сохранить холодную голову, если не привык захватывать автомобили и все такое. То есть, я же делал это в первый раз в жизни, понимаете? Ага. Так что я просто сказал себе, знаешь что, я не могу рисковать, вдруг у него ствол. А на самом деле, знаете что? Лучше бы я просто наставил на него ствол, сказал вылезти и рискнул. Ведь тогда он был бы все еще жив, и она была бы жива. Ага. Честно говоря, лучше бы я вообще ничего этого не делал. Детективы, с которыми он беседует, прекрасно осведомлены о реакции «бей или беги», ведь работа с подобным – это, по сути, вся их жизнь. Однако они молчат, чтобы выслушать историю Вильяреаля до конца и разобрать его личность, не перебивая. Это анонимная организация. Я примкнул к ним не просто так, потому что я верю в правду. Я верю в абсолютную справедливость, верю в баланс, понимаете? Я верю в некупленных копов, которые не берут взяток. Верю в людей, которые соблюдают закон, ходят на работу. Верю в то, что с улиц надо убирать всяких наркоторговцев и прочую дрянь, понимаете? И после всего этого я иду и фарширую пулями людей, о которых вообще ничего не знаю. У меня даже поводов не было причинять им вред. Они сказали тебе что-нибудь, кроме обычной дружеской болтовни? Когда ты застрелил ее, он что-нибудь сказал? Сказал он хоть что-нибудь, когда ты ее застрелил? Я подстрелил его прежде, чем он успел хоть слово вымолвить. С оружием я обращаюсь быстро. Религиозный фанатизм Вильяреаля и его глубокое недоверие к правительству, похоже, разделяла и вся его семья. После его ареста мать сделала несколько заявлений о том, что хотела бы, чтобы сын чаще ходил в церковь, и что, цитата,
Он не позволил Христу войти в свое сердце так, как тот должен был войти. А 2 января, чуть больше недели спустя после убийств, его мать написала на Фейсбуке: «Я верю, что мой сын стал жертвой спланированной манипуляции через интернет. Моя семья думала, что я отправился на какую-то спасательную операцию, чтобы вытащить человека из лап гангстеров или вроде того. Вот что я им наплел. Так что и тут я солгал. Сделал это на выходных, потому что мне нужны были деньги на бензин для поездки в понедельник. Я одолжил $300, и я снова соврал им, потому что сказал, будто буду работать вместе с правоохранительными органами, чтобы решить проблему, хотя на самом деле решил взять все в свои руки». И они тебе поверили? Да. Да, поверили. Потому что они мне доверяют. Раньше я им никогда не врал. Угу. А ты раньше вытаскивал людей из рук банд? Нет. Угу. Нет. Нет. Все, чем я занимался, это планирование и организация. Я сидел за кулисами и все просчитывал. Я никогда не был активным исполнителем. И, наверное, именно поэтому я не знал, как сделать все правильно. А ведь все просто. Если Карина хотела убраться оттуда, мне нужно было просто сказать ей: «Слушай, подожди, пока тебе не исполнится 18». Ведь 18 ей исполняется 19 января. Это же совсем немного. Можно было потерпеть до 20 числа, вернуться и сказать: «Слушай, я попрошу друга». Единственное, на что я надеюсь, это что судья и присяжные поймут. Единственная причина, по которой я не хочу смертного приговора, хотя за то, что я сделал, я заслуживаю смертной казни, лгать не буду. Но единственная причина, почему я ее не хочу, я хочу получить шанс научить других, где проходит та самая черта, которую нельзя пересекать. И еще я хотел бы получить шанс когда-нибудь, если выберусь из тюрьмы, достойно завершить свою жизнь. Что ты имеешь в виду? Сделать что-то хорошее, открыть свой бизнес, что-то в этом роде. Я ведь этого хотел с самого начала. Я и на работу по сборке велосипедов в Walmart устроился только потому, что хотел открыть свой веломагазин. Теперь-то этому не бывать. Знаете, когда смотришь кучу фильмов про наемных убийц и все такое, начитаешься романов, начинаешь забывать разницу между реальностью и фантазиями. Начинаешь забывать разницу между тем, чем на самом деле занимается ЦРУ, и тем, что может делать обычный гражданский. Не буду врать, ЦРУ убивает людей каждый день недели. Но они делают это по причине. Предатели выдают секреты, я это понимаю. Не скажу, что я согласен с их методами, но я их понимаю. Но штука в том, что рядовому гражданину пушка нужна только для охоты или самообороны. Ты не должен ходить и размышлять: так, и как бы мне убрать вот этого человека? Единственный, о чьем устранении ты можешь думать, это тот, кто реально наставил на тебя ствол. Было бы лучше, если бы это так и оставалось в голове. Но ты начинаешь видеть в оружии инструмент власти. Особенно, когда на нем стоит глушитель. Страх смерти заставляет большинство людей подчиниться. А страх смерти без свидетелей заставляет подчиниться абсолютно каждого. И тут, конечно, возникает проблема, когда твое лицо открыто и на тебе нет маски Оу. И как же ты можешь оставить свидетеля? Это скользкая дорожка. Никогда не ступайте на нее. Не позволяйте себе сделать ни шага в этом направлении. Вильяреаль не просто сделал шаг, он пролетел по этой дорожке целую милю. Благодаря его длительному и подробному признанию в убийстве Мэри Фаулер и покушении на убийство Джеймса Добсона, его приговорили к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение. На суде Добсон, который все еще восстанавливался после ранений, сделал заявление прямо из инвалидной коляски. «Я не понимаю, зачем? Зачем ты сделал то, что сделал? Зачем?» За решеткой Вильяреалю приходится несладко. В 2020 году он получил выговор за неуважение к администрации, а в 2022 за хранение контрабандного мобильного телефона, из-за чего его на год лишили телевизора и на 120 дней запретили свидания и звонки.